Наконец, участники BTS благополучно прибыли в Лиссабон, Португалия. Это произошло после более чем 20 часов перелета из Кореи. Перелет из Кореи в Дубай занял более 9 часов, а затем из Дубая в Лиссабон более 8 часов. Это, безусловно, было очень долгое и утомительное путешествие, поэтому я очень надеюсь, что им удалось немного отдохнуть. Как мы видим, они благополучно прибыли и были встречены многочисленными ARMY. Пока мы точно не знаем, каковы были планы BTS. Однако, учитывая близость их возвращения, наиболее вероятным вариантом были съемки музыкального видео. Также возможно, что они были в Лиссабоне для съемок клипа Bon Voyage. Как известно, все участники BTS вылетели из Кореи вместе для этих съемок, это было совершенно неожиданно. Когда фотографии и видео из аэропорта начали распространяться, все сразу же задались вопросом о дальнейших планах BTS. Любопытство возросло, и энтузиазм ARMY был повсюду. Честно говоря, как мы могли не радоваться? Это первое официальное расписание выступлений всех участников BTS в 2026 году. ARMY были в восторге, увидев всех 7 участников вместе в аэропорту впервые за много лет, и теперь мы знаем, что они благополучно прибыли. Я искренне благодарна, что все прошло гладко. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что возвращение BTS приближается, до их долгожданного возвращения осталось совсем немного времени, энтузиазм и волнение фанатов просто зашкаливают. До официального объявления у многих людей были разные теории и мнения относительно названия альбома, однако официально объявленное название действительно потрясающее. Новый альбом называется Arirang, это первый альбом BTS в полном составе за 3 года и 9 месяцев, он состоит из 14 песен. Все участники принимали активное участие в его создании, официальная дата релиза назначена на 20 марта. Кроме того, было объявлено, что у Arirang будет 3 версии альбома. Каждая версия представляет собой разную сторону BTS и их творческого пути. Rooted in Korea подчеркивает глубокую связь BTS с корейской культурой, показывая, что, несмотря на их глобальный успех, их корни остаются в Корее. Rooted in Music фокусируется на BTS как на настоящих музыкантах, демонстрируя их страсть к музыке и трудолюбие, вложенное в каждую композицию. А Living Legend представляет глобальное влияние BTS как живых легенд. Намджун поделился, что они невероятно рады представить этот альбом. Джин объяснил, что этот альбом представляет собой вершину пути BTS на данный момент, а Рэм добавил, что этот альбом также самым честным образом определяет их. Джей Хоуп сказал, что они долго ждали этого момента. Чимин поделился, что этот альбом был подготовлен с учетом пожеланий фанатов. Ви рассказал, что каждая песня имеет уникальную историю и нюанс. Чингук завершил, поблагодарив ARMY за то, что они всегда были рядом и являлись для них величайшим источником вдохновения. С момента объявления названия альбома появилось множество теорий и мнений, ARMY гадают и все больше волнуются. Многие считают, что в этом камбэке будет больше элементов корейской культуры. Совершенно очевидно, что BTS хотят рассказать более глубокую историю не только через музыку, но и через концепцию, визуальные образы и послания. Все это делает возвращение еще более значимым и долгожданным. Я с нетерпением жду этого. Прибытие BTS в Лиссабон, казалось, символизировало начало чего-то грандиозного. После долгого и утомительного путешествия они наконец-то благополучно ступили на европейскую землю. Этот момент был не просто сменой места, но и знаком того, что в путешествии BTS действительно началась новая глава. Для ARMY видеть всех участников BTS вместе вызвало чувства, которые трудно описать. Облегчение от того, что они в безопасности, радость от того, что они наконец-то смогли увидеть всех 7 участников вместе, и эмоции от того, что этого момента они так долго ждали. Их время, проведенное вместе в аэропорту, хотя и короткое, было невероятно значимым. За последние несколько лет ARMY привыкли видеть индивидуальные занятия каждого участника, поэтому это время вместе было таким особенным. Слова были не нужны, просто наблюдая за тем, как они идут вместе, можно ощутить энергию и взаимопонимание, присущие BTS. Хотя официального подтверждения их лиссабонского графика пока нет, это только подогревает любопытство. Прекрасное место, европейская атмосфера и близкое время их возвращения заставляют многих фанатов с энтузиазмом строить предположения. Однако, независимо от их деятельности, самое важное – это то, что они вместе и работают как команда.
Возвращение BTS на этот раз ощущается иначе, не только потому, что это их первый альбом в полном составе почти за 4 года, но и из-за послания, которое они пытаются передать. Arirang — это не просто название альбома, оно несет в себе смысл корней, пути и идентичности. Концепция «Rooted in Korea» напоминает нам, что BTS никогда не забывали, откуда они родом. Несмотря на выход на мировую сцену, корейские культурные ценности и идентичность остаются ключевой частью их работы. Это не только источник национальной гордости, но и дань уважения корням, которые их взрастили. Между тем, Rooted in Music демонстрирует BTS как артистов, их упорный труд, творческий процесс и любовь к музыке лежат в основе этого пути. Этот альбом — не просто конечный продукт, а результат долгого и кропотливого процесса. Версия Living Legend отражает глобальный путь BTS. Это было сделано не для того, чтобы возвысить себя, а скорее для того, чтобы признать их влияние. Влияние BTS ощущается не только в их музыке, но и в том, как они вдохновляют миллионы людей по всему миру. Слова участников, обсуждавших этот альбом, звучали искренне. Они говорили не просто как артисты, а как личности, выросшие вместе. Каждый участник привнес свою точку зрения, но все они сошлись на одной цели — поделиться историями и эмоциями через музыку. AR/MY отреагировали с невероятным энтузиазмом. Их ленты были заполнены обсуждениями, теориями и надеждами не только о песнях или визуальных концепциях, но и о послании, которое BTS передадут на этот раз. Многие считали, что это возвращение будет более личным и глубоким. Что сделало этот момент еще более особенным, так это чувство единства. Казалось, BTS и AR/MY жили по одному графику, ожидая одного и того же момента. Никто никуда не спешил, все наслаждались ожиданием с благодарностью. В конечном итоге, возвращение BTS — это не просто дата релиза или количество песен, это долгий путь, воссоединение и истории, которыми мы поделимся. Лиссабон может быть всего лишь точкой на карте, но для AR/MY это начало новых воспоминаний. И теперь все, что мы можем сделать, это ждать с надеждой, поддерживать друг друга по-своему и наслаждаться каждым моментом, потому что когда BTS вернутся в составе 7 человек, это будет не просто возвращение, это будет праздник. You know I'm